Всем огромнейший привет, с вами Екатерина и Обустроено. Какой же букет из тропических цветов без плюмерий? Вот именно ее созданием мы сегодня и займемся. Итак, что нам потребуется? Нам потребуется в первую очередь шаблон. Все шаблоны будут в нашей группе, в альбоме, который так и называется «Шаблоны». Кроме того, если вы с нами впервые и еще не знаете, чем мы здесь занимаемся, обязательно подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик. Наш шаблон, таких лепесточков нам нужно будет вырезать 5. Все они будут одинаковые, а вырезать мы их будем из 2-миллиметрового китайского фоамирана. Я взяла в белом цвете, потому что в своем большинстве плюмерия, она как бы белая. Но бывают и розоватые цветки, поэтому выбирайте из того, что или у вас есть, или из того, что вам по душе. Обводим лепесток и вырезаем теперь лепесточки. Теперь беремся за тонировку. Я буду тонировать, у меня вот есть желтый строительный колер, который для краски. Вы можете взять пастель, сухую, масляную, акриловые краски, да все, что у вас под рукой имеется. Итак, в нижней части на 1/4 тонируем желтым цветом с одной стороны. И хорошенько растираем краску. Готово. Теперь переворачиваем и тонируем. Очень важно тонировать с одной стороны, потому что лепестки у цветка, они загнуты немножечко больше с одной стороны, и важно, чтобы эта сторона была одной и той же. Итак, я буду тонировать вот слева. Берем красный. И теперь хорошенько растираем. Обязательно проходимся по бокам. Смотрите, у вас должна получиться тоненькая полоска цвета по краю. Тоненькая-тоненькая. Переворачиваем и слегка добавляем коричневого в нижней части. Смотрите, вот что у нас должно получиться. Все лепестки у нас должны быть одинаковыми. Теперь будем придавать форму нашим лепесткам. Для этого нам потребуется строительный фен или утюг с 2-миллиметровым фоамираном, можно справиться утюгом, и любая круглая поверхность. Но наиболее подходящее, что у меня было и нашлось и придумалось, это вот такой вот плафон. Он стеклянный, достаточно тяжелый и устойчивый. Итак, наши лепесточки. Сначала мы прогреваем с одной стороны. Натягиваем на шар и придаем форму. Теперь прогреваем по окрашенному краю, вот по этому, который розовенький у нас, и загибаем внутрь. Вот так.
Вот что у нас должно получиться, и таких лепестков у нас будет 4. Что будем делать с пятым, я покажу позже. И последний лепесточек, то есть тот, который у нас при наклейке, при сборке будет первым. Смотрите, что нам нужно сделать. Принцип его будет формирование такой же, но в нижней части нам нужно сделать очень хороший заворот, чтобы проволочка, которая у нас будет стебельком, не была видна. Потому что вот в цветке нету никакой ни тычинок, ни пестика, ничего там не видно. Поэтому надо максимально завернуть так, чтобы у нас закрылась проволочка. Готов наш первый лепесточек, теперь можно браться за сборку. Собирать цветок я буду на флористическую проволочку, у меня толщиной 1 мм, и я взяла 4 штуки. Перед тем, как приступить к сборке, нам нужно обернуть верхнюю часть белым фоамираном. У меня это зефирный фоамиран, очень удобно, он очень тоненький. Для чего? Почему не тейп-лентой? Потому что к тейп-ленте все очень-очень плохо клеится и на горячий клей, и на космофен, поэтому буду оборачивать зефирным фоамираном. В этом случае, даже если где-то что-то у вас серединка немножечко покажется в цветке, она будет не такой броской, яркой и практически незаметной. Все. Итак, помним, что первый лепесток у нас загнут внизу. Вот с него и начинаем. Нам надо максимально плотно, прочно приклеить его к стебельку. Не переживайте, что у нас цветок немного закрытый получается. Мы его позже прогреем, и он у нас откроется. Ну вот теперь можно вооружиться тейп-лентой и обернуть стебелек. Теперь остается прогреть цветочек в основании, чтобы он чуть больше раскрылся, отодвинуть лепесточки, и вуаля, еще один цветок для шляпной коробки готов.